Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с развлечениями, а именно более поглотиться в просмотр фильмов и контента, как в настоящем кинотеатре при помощи проектора. Единственный момент — это у нас LCD один проектор. Есть у него недостатки, которыми нужно мириться, несмотря на то, что здесь замкнутая система, но пыль дырочку найдет и необходимо будет ее очистить. Также проектор этот не любит дым в любом его содержании, имеется в виду и курительный, курить плохо, но и также любой другой дым. И представляет себя простой вариант, когда у вас есть, грубо говоря, повторяет старые диафильмы, диапроекторы, у которых был источник света, дальше пленка, либо кадр пленки и система объективов, благодаря которым вы наводили на экран, либо на стену и смотрели то, что находится там. Второй вариант — это стандартные проекторы, которые также имели источник света, пленку и систему объективов и демонстрировали это в кинозалах. Здесь принцип точно такой же, есть источник света, дальше есть матрица, здесь матрица Full HD, и благодаря ей при помощи объектива это все демонстрируется на экране. Так, что из себя представляет проектор? Это фирма VVSyn P20 Pro. Хотя это, скорее всего, EM-источник, потому что в подобном же варианте я видел в Zatco. Только единственное, назывался P20. Давайте более подробно рассмотрим, что находится и что из себя представляет. Пришло это все, кстати, со склада Российской Федерации достаточно быстро, где-то около недели. Все это заняло. Вставляла пятерочкой. Ну и, как видим... Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Несмотря на то, что у нас было усиление углов, то здесь все достаточно хорошо помяли товарищи поставщики. Так, ну и как видим, здесь есть возможность подключаться по Wi-Fi, есть автоизменение трапеции, есть автофокус, заявленное разрешение 1080p. И здесь есть высокий уровень звучания. Здесь нарисовано два динамика, но, по-моему, стоит один. И здесь вот представлен HD проектор, разрешение нативное, лампа LCD, источник света LED, соотношение 1:35 к 1, один динамик 4,5 Вт, ну и размеры продемонстрированы, и вольтаж от 100 до 240, 50-60 Гц, 2,5 ампера. Вот так представлено. Здесь то же самое. Здесь транспортировочные моменты и написано, что умное семейное кино с LED-источником. И давайте открывать, смотреть, что находится у нас внутри. Внутри у нас находится поролон. Дальше какая-то инструкция. Ну, на разных языках. Но, увы, русского нету. Да, есть японский, а русского нету. Дальше здесь представлен кабель с XG-образным коннектором, но он здесь около метра где-то, небольшой. Дальше HDMI. В комплекте есть тоже не длинный, тоже около метра там для подключения. И также есть пульт управления. Ну, здесь вот такого вида, он с Bluetooth и есть ИК, источник для управления телевизором. Здесь есть мышка, но мышка такая, включаете и перемещаете. Он есть Bluetooth и есть, кстати, голосовое сопровождение. Внутри питается двумя стандартными батарейками 3А, как вот здесь вот написано. И давайте сразу же их установим. Чтобы в последующем использовать. Вот такой пульт. И внутри находится сам проектор. Пока не нужно, мы сложим. И поставим сюда. Вставляется вот он на такой стойке. Вот, кстати, здесь вот написана модель P20 Pro. Здесь 2 гигабайта оперативной памяти и флеш памяти 16 гигабайт. Мощность 95 Вт. Да, и базируется на Android 13. Ну и основные характеристики по вольтажу. Здесь есть 1/4 дюйма для штатива. Здесь у нас идет теплый воздух, выдув, а здесь забор холодного воздуха. Дальше здесь есть
стандартная камера для того, чтобы определять автофокус, и ИК-порт, по-моему. И сам объектив. Сверху у нас есть кнопка включения. Она загорается красным цветом, если не активно, и если активно, синим. И с обратной стороны у нас есть следующие порты. Это 3,5 мм аудио-видео вход, надо докупать кабель, наушники, HDMI тут заявлен 2.1, USB и Ethernet для подключения интернета RJ45, розетка до 100 мегабит в секунду. И есть стойка, на стойке тоже есть резьба для штатива 1/4 дюйма. Ну, здесь он может вращаться, можно не только на стену, но и на потолок, ну и различные позиции принимать. Единственный недостаток: на объективе нету никакой заглушки, поэтому при снятии здесь накапливается пыль, от которой нужно избавляться. И как вариант есть вот такие заглушки, продают на 61,3 мм. И благодаря ей мы получаем отличную заглушку для того, чтобы не попадала пыль, и также предохранить сам объектив от каких-то внешних воздействий. Давайте рассмотрим меню. Стандартное здесь меню, как я говорил, Android 13 присутствует. Здесь есть автоматическая фокусировка, стандартные иконки. Применение это приложение представлено. Здесь можно установить приложение из Play Market. Как мы видим, любые Play Store есть стандартный, где можно выбрать те или иные приложения. Дальше браузер есть, папка для нахождения тех или иных файлов. Но рекомендую пользоваться сторонним. Плеер есть. Да, воспроизводит не все аудиоформаты, поэтому внимательно смотрим. Мегакаст подключение смартфона, как и каст. Источник — это у нас два источника. Это HDMI 2.1 и AV аудио-видео вход. Давайте возьмем настройки. Первое Wi-Fi продемонстрировано. Можно подключить. Следующее Bluetooth. Для того, чтобы сопрячь ваш пульт, ну и также сопрячь другие устройства, в том числе и колонки. Здесь можно поменять язык. Различные языки присутствуют. Можно выбрать. Ну, мы останемся на том, который есть. И выбрать клавиатуру. Если что, изменить дату, время, что было проделано. Дальше можно выбрать любую проекцию. Во-первых, подобрать по углам. Простая вариант трапеции. Масштабирование экрана здесь можно от 100% уменьшить до 50%. Как-то так. Дальше фокусировка. Автоматическая либо ручная. Но здесь достаточно один раз настроить. Если у вас экран висит постоянно в стационарном состоянии, вы никуда не переносите, то можно фокус отключить. Дальше режим проецирования, в зависимости от того, как у вас располагается проектор, напрямую, перевернут и так далее. И здесь еще есть автоповорот экрана, но я сделал ручную, потому что в некоторых фильмах есть динамические сцены, где могут там самолет переворачивать, чтобы у вас экран автоматически не переворачивался. Поэтому рекомендую оставить именно так, как есть ручная настройка. Следующее, здесь можно аудио задать до 100%. Другие настройки, это можно обновить, сходить на сайт. Данной версии нету. Дальше расширенные настройки, это управление Android аккаунтами, сеть, ну и настройки устройства, сброс системы, ну и настроить различные приложения. Вот что касаемо настройки. Да, сразу же хочу сказать, что цвет невозможно настроить у главного экрана, имеется в виду построить там различные режимы, ручные, так и типовые, стандартные. А вот на источнике, когда будет HDMI продемонстрировать, это все можно сделать. Вот такое вот меню. Здесь можно вынести на главный экран различные приложения, ну и так далее. Давайте проведем тестирование, посмотрим различные сценарии просмотра. Ну, здесь все достаточно хорошо видно, я не знаю, как отображается на видео.
Давайте рассмотрим характеристики проектора VVC P20 Pro. Ну и как видим, что производитель немножко другой представлен, и модель P20 точно такая же, как и у задка. Ну и продемонстрировано о том, что 2 гигабайта оперативной памяти установлено и 16 гигабайт флеш памяти. Ну и здесь вот видно, сколько осталось доступной после того, как установлена вся система, плюс установлены некоторые приложения. Здесь продемонстрировано, что из себя представляет процессор, производительность графического процессора, ну и стандартное приложение. Также продемонстрирован Wi-Fi, скорость связи, которая доступна. И здесь есть проводное соединение, но на 100 мегабит в секунду, хотя возможно и до 300. Дальше система Android представлена, камеры, температура, ну и все. Давайте проведем тестирование Wi-Fi связи. Проводную связь не имеет смысла выполнять ввиду того, что всего 100 мегабит в секунду подключение от этого проектора. Хотя возможно и подключение до 300 мегабит в секунду. Здесь можно просматривать YouTube. Продемонстрировано. I told you once. If you come Там, как видим, максимальное, что мы можем увидеть на YouTube, это 180p Full HD. We took her because of you. Mills. Можно просматривать различные кинотеатры. Давайте выберем источник. HDMI 2.1 поддерживает в том числе и кабель HDMI 2.1 с оптическим однонаправленным выводом, источник, дисплей, но в данном случае проектор. И здесь вот уже посмотрим. Здесь есть возможность выводить картинку различными вариантами, настраивать самим. Как понимаете, HDR нету, но есть HDR. Тем более плеер поддерживает. Станем синим. Здесь есть возможность своей настройки по контрастности, по освещенности. Как видите, 40% свечения и острота. Здесь можно задать различные виды экрана. Точка в точку. Возьмем авто. И есть расширенные настройки. Здесь позволяет даже игровой режим AMD FreeSync использовать. Дальше гамму, ручная, цветовую температуру задать, холодную, теплую, различными. Цветовое решение, различные добавки по различным цветам. HDMI, каким образом выводить. Цветовое пространство можно задать вывода. Гейминг, черный, расширение. То есть подобрать различные варианты отображения для того, чтобы было комфортно смотреть. Ну, оставим на таком режиме.
Итак, я вам продемонстрировал проектор 1 LCD VVC P20 Pro, который предназначен для осуществления показа фильмов. Ну и также можно играть не столь быстрые игры. Базируется он на Android 13. Процессор вы видели. 2 гигабайта оперативной памяти и 16 флеш памяти. Есть богатый интерфейс для подключения, в том числе и проводной интернет, так и беспроводной есть на 2 частотах. Также есть вход HDMI 2.1 здесь установлен. Ну и также есть подключение наушников и подключение аудио-видео источника аналогового типа. Есть у него недостатки, о которых я уже в самом начале говорил, а именно это, несмотря на закрытую систему оптическую с линзами и матрицей, все-таки пыль попадает внутрь, и нужно приготовиться, что через некоторое время вам придется его чистить. Также боится дыма, как курительного, так и других вариантов. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о проекторе VVC P20 Pro предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.